делать с ребенком домашнее задание – это право родителя, но не его обязанность. Итак, вопрос, нужно ли родителям после работы сидеть дома с детьми и вспоминать школьную программу, выполняя домашние задания, задаю Денису Михайловичу Жилину. Это кандидат химических наук, руководитель проекта «Неокр» в компании «Научные развлечения» и руководитель лаборатории естествознания культурного центра ЗИЛ. Он автор ряда научно-популярных и педагогических публикаций и автор учебников по химии, также педагог с 20-летним стажем. Значит, на вопрос, делать ли с ребенком домашние задания, вопрос, зачем домашние задания нужны. А опять-таки у домашнего задания роль бывает очень разная. Вариант первый – это что мы просто отрабатываем какие-то вещи, которые делали в классе. Да? То есть вот мы научились в классе решать там задачи на формулу сокращенного умножения. И, там, решать, прошли в классе реакцию нейтрализации. Значит, дома мы отрабатываем задачи на реакцию нейтрализации. Ну и тем самым, соответственно, как-то эту задачу усваиваем. Вот. В таких случаях, ну, как правило, не стоит вопрос, делать ребенку домашнее задание или не делать, потому что ребенку это объясняли в классе. Да? Если учитель сколько-нибудь толков, ребенок сколько-нибудь в классе работал, то он сделает домашнее задание. Соответственно, если ребенок в классе не работал, то тут нужно не делать с ним домашнее задание, а как-то мотивировать его к работе в классе. Вариант второй – это, скажем, какие-то, если ребенок продвинутый, это какая-то подготовка там, к каким-то высоким достижениям, типа там олимпиад, экзаменов и так далее. В этом случае, делать это, получается, задачи даются повышенной сложности, да, я говорю про химию, там, гуманитарная песня, это отдельная, типа рефератов всяких. Вот, это там задача повышенной сложности, то есть понятно, что это то, что не должны делать все подряд, то есть это для тех детей, которых это реально интересует. Вот. Но родителю, часто родители вообще в таких ситуациях не в теме, и они даже если бы захотели, не могут сделать домашнее задание. Вот. Но даже если в теме, если ребенок спросит, подсказать. Да, если ребенок, так сказать, не спрашивает, пускай решает сам, потому что все-таки как раз ценность домашнего задания, она именно в самостоятельной работе. Вот. А если это какая-нибудь лабуда, типа подготовить какой-нибудь скульптуру из мха и шиш, которая, в общем-то, не интересна ни родителю, ни ребенку, и которая, в общем-то, не очень понятно, зачем нужна, да, то вместе с ребенком эту лабуду просто имеет смысл игнорировать, скажем так, и мужеством выдерживать всякое давление на тему, что вот как ваш ребенок не принес, все дети принесли скульптуру из мха и шиш, а мой ребенок не принес скульптуру из мха и шиш. Вот, потому что, вопрос, зачем опять-таки это нужно. Если мы развиваем какие-то творческие потенциалы, все-таки творческие способности, все-таки творческие задачи, они должны быть интересны творцу в первую очередь. Вот. То есть я плохо, то есть единственная ситуация, когда я вижу, может быть, имеет смысл действительно сделать домашнее задание с ребенком, это что, ребенок много проболел, много пропустил, еще сидит еле-еле вылезает из постели, надо все-таки не упустить материалы, если родитель разбирается в теме, можно попробовать с ребенком что-то сделать, но это уже идет скорее не дело домашнего задания ребенка, это идет уже обучение ребенка, просто домашнее обучение ребенка. А так я, в общем-то, плохо представляю себе ситуацию, где родитель должен делать домашнее задание с ребенком. Но опять-таки, жизнь богаче схем, может быть, бывает ситуация, что ребенку просто приятно, что родитель с ним делал домашнее задание, и тогда он начинает работать. Тогда это имеет смысл. То есть все индивидуально. А если ребенок в классе не усвоил тему и просит помочь ему, потому что у него нет понимания? Значит, если ребенок просит родителя помочь, значит, давайте помогать. Если ребенок постоянно просит родителя помочь, значит, это пример для разговора с учителем, что, дескать, что-то у моего ребенка не так, не понимает он на ваших, что-то он на ваших занятиях не понимает. Либо вариант Б – это предмет просто взять учебник, почитать его с ребенком, научить ребенка читать учебник. То есть есть вариант, что ребенок просто не готов к самостоятельному обучению? Такое тоже возможно. Вариантов масса. То есть, да, такое тоже возможно.
Ну, а дети вообще склонны, если они не понимают на уроке, заниматься самостоятельным Ну, редкие, усвоением материала? ну, это редкие дети склонны, большая часть детей, конечно, не склонны так заниматься. Ну, да, если, допустим, ребенок не занимается самостоятельно, он может не понять на уроке, и это приведет к тому, что будет достаточно значимый пробел. Да, ну, опять, то есть, все индивидуально. То есть я не могу сказать, что вот одна, нет, ни в коем случае там не делайте домашнее задание со своим ребенком. То есть, возможно, ситуации, когда это имеет смысл. Вот. С Но точки зрения контроля, с точки зрения контроля чего? того, как ребенок понимает, усваивает, чтобы видеть, чтобы, собственно говоря, оценивать со своей стороны. Не смотреть на то, что пишет, какие оценки пишет учитель, Ну, а кстати говоря, тоже вариант, если вам действительно интересно. Ну, тогда это скорее не делать это домашнее задание. То есть, если вам интересно, как ребенок понимает, то, чему он учится, то тут скорее задача не делать с ним домашнее задание, а смотреть, что у него получается от домашнего задания. Так аккуратно, не навешивать, чтобы это не был какой-то вот жесткий контроль, да. Вот. То есть, ну, это не делать с ним домашнее задание. То есть, делать это значит, когда мы начинаем делать домашнее задание, значит, мы разбираемся, почему у него не получается. Ну, то есть, ну, опять, ну, тем самым родитель берет на себя как раз роль учителя, ну, кому-то эта роль комфортная, и она работает, кому-то эта роль некомфортная, она не работает, опять все не знаю. вообще нормально ли это, что родители тратят время на то, чтобы заниматься с ребенком? Или это дает гораздо больше результаты, чем если ребенок предоставлен сам себе? Тут, ну, мне кажется, что если домашним заданием родители занимаются с ребенком, качество обучения резко увеличивается. Но, вы знаете, я все-таки считаю, что домашнее задание – это инструмент некоторый, причем инструмент самостоятельной работы. И по умолчанию, да, по крайней мере, школа не вправе требовать, ожидать от родителя, что родитель будет делать с ребенком домашнее задание. Да, это так сформулирую. То есть это, скажем так, делать с ребенком домашнее задание – это право родителя, но не его обязанность. Вот. Ну вот давайте так как-то исходить из этого. Опять-таки, варианты, где это имеет смысл, я сказал. В большей части ситуации, мне кажется, это смысла не имеет. Вот. Но я говорю, что это не, так сказать, не какой-то там жесткий запрет, да? Но и нельзя этого требовать. Спасибо.